Над круглосуточной ветеринарной клиникой на окраине Кракова висел густой, вязкий туман, будто сама ночь не хотела отпускать это место до самого утра, и редкие фонари лишь размыто освещали мокрый асфальт, отражаясь в лужах холодным желтоватым светом. Город давно затих, окна домов погасли одно за другим, но здесь, за стеклянными дверями клиники, все еще горел тусклый стерильный свет, в котором время будто текло иначе. Дверь медленно открылась с тихим скрипом, и в приемный покой вошла женщина по имени Анна, уставшая до предела, с потухшим взглядом и плечами, опущенными под тяжестью пережитых дней. В ее руках, завернутый в старое, немного потрепанное фланелевое одеяло, лежал белый лабрадор Ричард, ее друг, ее семья, ее молчаливый спутник последних 15 лет. Когда-то сильный и жизнерадостный, сейчас он казался почти невесомым, словно из него уже постепенно уходила сама жизнь. Его дыхание было редким и прерывистым, с едва слышным свистом, грудь поднималась с трудом, как будто каждое движение давалось через боль и невероятное усилие. Его глаза оставались полуоткрытыми, но взгляд был рассеянным, пустым, словно он уже стоял на границе между этим миром и чем-то неизведанным, куда не может последовать человек. Анна медленно прошла вглубь клиники, почти не замечая ничего вокруг, только крепче прижимая к себе Ричарда, словно боялась, что он исчезнет прямо у нее на руках. В голове у нее гулко звучала одна и та же мысль: «Я веду его на смерть», и от этой мысли становилось холоднее, чем от ночного воздуха снаружи. В процедурном кабинете их уже ждал доктор Ян Вишневский, опытный ветеринар, человек, привыкший принимать тяжелые решения и видеть чужую боль почти каждый день, но даже он невольно задержал дыхание, когда увидел эту сцену. Он тихо поздоровался, стараясь говорить спокойно и ровно, хотя внутри у него уже зарождалось неприятное ощущение, будто в этой истории есть что-то не до конца понятное. На металлическом столе все было готово. Стерильные инструменты, катетер, шприц с препаратом для эвтаназии, холодный свет лампы отражался от поверхности, делая происходящее еще более безличным и окончательным. Анна осторожно положила Ричарда на стол. Ее руки дрожали. Она не хотела отпускать его даже на секунду, и, когда врач начал готовиться к процедуре, она отвернулась, не в силах смотреть, как заканчивается жизнь того, кто был рядом с ней столько лет, кто встречал ее каждый день, кто молча разделял ее радости и одиночество. В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая только тихим песком аппаратуры и приглушенными шагами ассистента. И именно в этот момент, когда все уже было готово, произошло нечто, что невозможно было игнорировать. Ричард, который несколько часов не подавал никаких признаков сознания, вдруг едва заметно пошевелился. Сначала это было почти неуловимое движение, затем он с трудом приподнял голову, его лапы дрогнули, и, словно преодолевая невидимую тяжесть, он медленно потянулся к Анне. Его тело дрожало от слабости, но в этом движении было упрямство, жизнь, желание. Он прижался к ней, уткнувшись мордой ей в грудь, прямо туда, где билось ее сердце, и это было не просто движение. Это было прощание, просьба, любовь, выраженная без слов, последняя попытка быть рядом. В кабинете воцарилась такая тишина, что стало слышно, как кто-то из ассистентов задержал дыхание. Даже Ян на мгновение замер, держа шприц в руке, но затем его взгляд изменился. В этом жесте было что-то не так, слишком осмысленно, слишком координировано для животного, находящегося на грани смерти. Он медленно отложил шприц, взял стетоскоп и наклонился к Ричарду, внимательно прислушиваясь. Он слушал долго, дольше обычного. Его лицо стало сосредоточенным. Затем он проверил зрачки, посветил фонариком, быстро ощупал живот, лимфоузлы,
провел рукой по шерсти, словно пытаясь почувствовать больше, чем могли показать приборы. «Подождите. Нет, здесь что-то другое», — тихо сказал он, больше себе, чем кому-либо. Анна резко подняла голову, ее глаза, наполненные слезами, встретились с его взглядом, и в них впервые за долгое время появилась слабая, почти пугающая надежда. Ян снова приложил стетоскоп, затем резко выпрямился и уже уверенно произнес: «Срочно анализ крови! Экспресс-биохимия! Термометр! Быстро!» Ассистент поспешил выполнить команду, и уже через несколько минут врач изучал результаты. Его взгляд становился все более сосредоточенным. «Температура критически низкая. Это факт», — медленно произнес он. «Но уровень лейкоцитов и маркеры воспаления слишком высокие. Это нетипичное угасание от старости. Это похоже на тяжелую инфекцию, возможно, септический шок или сильная интоксикация». Он посмотрел на Анну и добавил мягче, но твердо: «Такие состояния могут выглядеть как конец, но на самом деле организм просто пытается выжить, отключая все лишнее. Если мы начнем лечение прямо сейчас, у него есть шанс». Анна едва смогла выговорить: «То есть он может жить?» Ян кивнул. «Он уже борется». Дальше все происходило стремительно. Ричарду установили катетер, начали вводить подогретые растворы, подключили кислород, ввели сильные антибиотики. Ян не отходил от него, контролируя каждый показатель, проверяя давление, дыхание, реакцию. Анна сидела рядом, сжимая его лапу в своих руках, тихо шепча ему слова, которые он слышал всю жизнь. Про дом, про утреннее солнце, про прогулки, про то, как он снова побежит по траве. Часы тянулись бесконечно долго, ночь медленно уступала место рассвету, за окнами начинало светлеть. И вдруг, около 5 утра, Ричард сделал глубокий вдох, словно впервые за долгое время наполнил легкие воздухом, затем медленно облизал нос. Его уши дрогнули, хвост слегка шевельнулся. «Вот и все. Он возвращается», — тихо сказал Ян, и в его голосе впервые прозвучала улыбка. Следующие дни стали временем борьбы и надежды. Анна почти не уходила из клиники, приносила его любимый плед, сидела рядом часами, разговаривала с ним. Сначала он просто начал есть с ее рук, потом стал поднимать голову, затем тихо вилять хвостом, а однажды даже попытался встать. Персонал клиники начал называть его «упрямым бойцом», и каждый приходил посмотреть на него как на маленькое чудо. Когда анализы показали, что инфекция-то отступила, Ян сам пришел к Анне, погладил Ричарда и сказал: «Если бы он тогда не потянулся к вам, все закончилось бы иначе. Он сам дал нам знак». День выписки был наполнен светом. За дверями клиники уже царила весна. Воздух был свежим, живым, наполненным запахом земли и новой жизни. Ричард щурился на солнце. Его белая шерсть снова сияла, а в глазах появилась та самая искра, которую Анна так боялась потерять. Она крепко обняла его и тихо прошептала: «Спасибо, что остался». И в этот момент она знала, что впереди у них еще будет время, много времени, наполненного светом, теплом и жизнью, которые они уже никогда не будут воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.